Этот инцидент произошел ранним утром, когда капитан Джеймс Колдуэлл еще смаковал свой утренний кофе. Крупногабаритный грузовой корабль Halcyon Tide, перевозивший тысячи тонн товаров, находился на полпути своего 40-дневного путешествия из Бостона в порт Роттердама, когда это произошло. Все казалось спокойным, как и с тех пор, как они покинули порт. Безмятежный прилив был хорошо отлаженной машиной, а его команда — опытной и дисциплинированной. Но то, что произошло дальше, стало доказательством того, что даже самая умелая команда может дрогнуть, когда случается что-то неожиданное. Но прежде чем мы начнем наш рассказ, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Первые помощники собрались в каюте капитана, чтобы обсудить дневной маршрут. Ожидаемых отклонений не было. Только открытое море и ровный курс. Капитан проследил их путь на цифровой карте и одобрительно кивнул. Погода была ясной, вода спокойной. «Путешествие по учебнику», — пробормотал он, делая еще один глоток кофе. Маршрут грузового судна пролегал мимо Арктики, и со вчерашнего вечера в зеркале заднего вида была видна Гренландия. Еще 20 дней, пока не показалась Европа, впереди не было ничего, кроме открытого океана. Однако, как только капитан Колдуэлл удовлетворенно откинулся на спинку кресла, корабельный радар издал тихий звуковой сигнал. На экране радара появилась новая вспышка. Небольшая, но устойчивая. Колдуэлл нахмурился и увеличил изображение на дисплее. Они находились вдали от основных морских маршрутов, и ни одно судно не должно было пересекать их путь. Что бы там ни было, этого не должно было быть. Несколько мгновений спустя другой член экипажа, находившийся рядом с мостиком, крикнул: «Капитан, я что-то вижу на горизонте!» Колдуэлл немедленно отставил свой кофе и подошел к окну. И в этот момент он тоже это увидел. На фоне мерцающего океана виднелась слабая точка, едва различимая из-за огромного расстояния. Родригес схватил бинокль и навел его на объект. «Он маленький», — медленно произнес он. «Это определенно не другое грузовое судно. Это может быть рыбацкая лодка». Но Колдуэлл поправил его. «Это невозможно. Они не могут отплыть так далеко от берега, чтобы вернуться». Капитан поднялся на мостик. К нему присоединились несколько членов экипажа, собравшихся из любопытства. С каждой минутой корабль становился все более заметным, а сигнал радара становился все быстрее, указывая на то, что судно приближается к их кораблю. Один из младших матросов нервно хихикнул. «Думаете, они заблудились?» Он спросил. «Может быть, им нужна помощь?» Это было разумное предположение. У небольших судов иногда отказывало оборудование, и их экипажи оказывались в море на мели. Колдуэлл не ответил на это предположение, изучая приближающуюся лодку. Что-то в этом выбило его из колеи. «Давайте посмотрим, что они будут делать». Неоднократно повторял капитан Колдуэлл, чувствуя, как по его лбу стекает пот. Это была странная ситуация, и этого нельзя было отрицать. Но все становилось еще более странным. Маленькая лодка была уже достаточно близко, чтобы разглядеть отдельные детали из белой капитанской рубки. К черной границе вокруг его основания, и все же маленькая лодка не изменила курса, она по-прежнему двигалась прямо на них. Члены экипажа бросились к поручням, пытаясь лучше разглядеть происходящее. Колдуэлл и Родригес подняли бинокли. Лодка казалась совершенно беспилотной, но двигалась целенаправленно. Небольшое судно приближалось, не снижая скорости. Несколько мгновений спустя оно с резким хрустом протаранило грузовой корабль. Стальной корпус содрогнулся от удара,
и члены экипажа схватились за опору. Хотя ущерб, нанесенный безмятежному приливу, был минимальным, момент был тревожный. Однако у рыбацкой лодки были расщепленные доски и порванный резиновый бампер, явные признаки серьезных повреждений. Он просто стоял, прижатый к их корпусу, не двигаясь, пока внезапно снова не рванулся вперед и не врезался в них во второй раз. Повторное движение выбило Колдуэлла из колеи. Лодки сами по себе так себя не вели. «Нам нужно это проверить», — наконец сказал Родригес. Колдуэлл согласился. Оба мужчины приготовились и спустились по гладкой металлической лестнице в рыбацкую лодку. Колдуэлл добрался до двери кокпита и толкнул ее. Внутри было пусто, ни экипажа, ни борьбы. Люди, только тишина и гул двигателя. Затем они заметили что-то странное. Толстую металлическую трубу, прикрепленную болтами к полу и соединенную с рулем. Это заставляло лодку двигаться прямо бесконечно долго. Колдуэлл осмотрел устройство. «Это не было импровизацией», — сказал он. Болты были промышленного производства, затянуты плотно и точно. Родригес присел рядом с ними. Эта лодка не дрейфовала. Ее прислали сюда. Намеренно. В кабине пилота Родригес заметил клочок бумаги, засунутый под руль. Он вытащил его. «Это сообщение», — сказал он. Колдуэлл наклонился к Родригесу, пока тот читал его вслух. «Я капитан Аргайл Джонсон. Этот корабль — наша последняя надежда. Я подстроил это, чтобы найти помощь в море. Если вы найдете это, пожалуйста, помогите нам. П.С. Остерегайтесь мин». Сообщение изменило все. Колдуэлл и Родригес обменялись взглядами. Они не могли проигнорировать сигнал бедствия. Их запланированный рейс в Роттердам придется отложить. Родригес высказал обоснованное опасение — мины. Но Колдуэлл покачал головой. «Мы разберемся с этим, когда доберемся туда. Сначала мы найдем экипаж». Вернувшись на борт грузового судна, они изучили карту окружающих вод. Прошлой ночью Гренландия была слева от них, но теперь они находились глубоко в открытом океане. Колдуэлл использовал компас, чтобы очертить радиус в 50 миль вокруг их текущего местоположения. Показался только один участок суши, небольшой остров примерно в 40 милях позади. «Так и должно быть», — сказал Родригес. Колдуэлл согласился и отдал немедленный приказ изменить курс. Даже когда он говорил, его одолевали сомнения. Они направлялись в неизвестность, и с предупреждением о минах каждая миля была сопряжена с риском. Тем не менее, корабль развернулся и начал медленно двигаться по дуге к острову, отмеченному на карте. Когда они завершили разворот, рыбацкая лодка поплыла вперед и, наконец, остановилась, израсходовав топливо и неподвижно стоя на открытой воде. Это было тихое, завораживающее зрелище. Они не могли медлить. Их грузовому кораблю, не рассчитанному на скорость, потребовалось бы 4 часа, чтобы добраться до острова. Подгоняемые срочностью, они добрались за 3,5 часа. На радаре появилась точка приземления. В капитанской каюте раздались радостные возгласы. Но как только остров появился на радаре, вокруг него загорелись сотни красных точек. Радостные возгласы экипажа стихли. Остров был окружен минами по периметру, образуя барьер, который невозможно преодолеть грузовому судну. «Это должно быть мины», — пробормотал Родригес. Капитан Колдуэлл отобрал 8 членов экипажа, включая себя и Родригеса, для посадки в спасательную шлюпку меньшего размера. Никто не горел желанием, но это был единственный вариант. Минное поле было плотным. Некоторые из них плавали на поверхности волн, и их было легко обойти,
но радар показывал, что больше их находится под поверхностью. Они двигались осторожно, доверяя своему оборудованию. Поселок. Через 10 напряженных минут они благополучно добрались до острова. Зачем кому-то понадобилось окружать это место минами и зачем нас сюда заманили? Вопросы оставались без ответа, пока команда вытаскивала лодку на берег и двигалась вглубь страны. Местность была густой и влажной, листва смыкалась вокруг, заглушая звуки. Чем глубже они погружались, тем тревожнее становилось. Ни следов, ни строений, только дикая местность. Пустыня. Родригес указал на сломанную ветку. Здесь недавно кто-то проходил. Тропа привела на поляну, где ржавый горшок и кучка золы отмечали место недавнего костра. Родригес сказал, что они все еще здесь. Колдуэлл приказал группе держаться поближе. Что-то было не так. Затем, без предупреждения, из-за деревьев появились фигуры. Колдуэлл закричал, но что-то ударило его по голове, и мир потемнел. Он проснулся от мерцающего света костра и тупой боли. Вокруг него в примитивном лесном лагере лежала и стонала его команда. Их окружали деревянные навесы. Фигуры стояли неподалеку, молча наблюдая. Вперед выступил один мужчина, выше остальных ростом, с безошибочно узнаваемой осанкой лидера. «Мы обыскали ваши вещи», — сказал он. «Ваш капитан Джеймс Колдуэлл». По толпе пробежал ропот. Предводитель выдохнул. Это была ошибка. Колдуэлл, все еще ошеломленный, потребовал ответов. «Вы устроили нам засаду. Почему?» «Мы приняли вас за кого-то другого», — сказал мужчина. «Мы должны были убедиться, прежде чем показываться». Объяснение вызвало только больше вопросов. С кем они их приняли? И почему они прятались здесь? «Мы не хотели никого обидеть», — продолжил мужчина. «Нам нужно было убедиться, что вы не один из них». «Один из кого?» — спросил Колдуэлл, но не получил внятного ответа. Вместо этого мужчина обвел рукой лагерь. «Позвольте мне объяснить. Он представился капитаном Аргайлом Джонсоном. Он признался, что это мы послали ту рыбацкую лодку». Колдуэлл и Родригес сразу все поняли. Неисправное колесо, отчаянное послание, теперь все обрело смысл. «Это моя команда», — добавил Аргайл. «И мы застряли здесь на 2 месяца». Колдуэлл огляделся. По лагерю двигались десятки людей. Это слишком много для одной лодки. Аргайл сказал, что мы приплыли не на одной лодке. У нас было 4. Только один добрался до места, он рассказал о катастрофе. Головная лодка подорвалась на мине. Он мгновенно взорвался. Последовала паника. Еще 2 лодки попытались прорваться, но обе были уничтожены. Последняя лодка, едва исправная, добралась до берега. Война. Родригес спросил, почему они не попытались уйти. Голос Аргайла посуровел. «На чем?» «На нашем последнем судне почти не было топлива. Мы были слишком далеко от берега. Мы не могли снова рисковать минами. Они оказались в ловушке. Из-за моря, из-за обстоятельств и из-за угрозы, которая, по их мнению, все еще наблюдалась. Мы оказались на мели», — сказал Аргайл, указывая на деревья. «Этот остров стал нашей тюрьмой. Не имея ни раций, ни сигнальных ракет, ни возможности подать сигнал о помощи, команда впала в отчаяние. Их последняя лодка, работающая на угле, была настроена на плавание по определенному курсу в надежде, что кто-нибудь найдет ее и проследит путь. Это был рискованный шаг, но он сработал. Колдуэлл оглядел изношенные жилища и усталые лица. 2 месяца они терпели эту изоляцию.
«Мы распределяли пищу по нормам, адаптировались», — объяснил Арджил. «Это было выживание, простое и понятное дело». Люди. Родригес вернулся к самой тревожной детали. «Вы сказали, что проверяли, не являемся ли мы одними из них». «Кто?» Лицо Аргайла потемнело. Это минное поле было создано не природой. В этих водах есть и другие люди, торговцы людьми. Они используют этот остров как тайный склад. Он провел их за деревья, и они увидели маленькую деревянную хижину без охраны. Здесь они хранят контрабанду, в основном драгоценные металлы. Это так далеко, что никто не приезжает. А если и приезжают, то с ними справляются шахты. Они знают дорогу. Мы — нет. Его команда пряталась каждый раз, когда появлялись торговцы людьми. Но когда команда Колдуэла заметила движение в лесу, они предположили худшее и нанесли удар первыми. Теперь, когда правда выплыла наружу, терять время было нельзя. Колдуэл отдал приказ о немедленной эвакуации. 30 членов экипажа, оказавшихся на мели, втиснулись в спасательную шлюпку и были доставлены обратно безмятежным приливом. На борту они получили питание, прошли основные медицинские осмотры и были обеспечены всем необходимым для обеспечения безопасности. В течение следующих 20 дней обе команды вместе направлялись в Роттердам. Когда показался порт, спасенных охватило чувство облегчения. По прибытии их встретили спасатели, которые оказали помощь ослабевшим от недоедания и болезней людям. Они были доставлены в больницы для полного обследования. Колдуэл и Родригес подали срочные отчеты об острове, шахтах и спрятанной контрабанде. Интерпол был предупрежден. В течение нескольких часов началось расследование. Военно-морские подразделения задействовали беспилотники и группы по разминированию. 2 дня спустя на остров прибыла совместная оперативная группа. Торговцы людьми, оказавшиеся неподготовленными и в меньшинстве, были схвачены без сопротивления. Были раскрыты крупные связи с контрабандистами и последовали аресты. Операция прошла успешно. Колдуэл проинформировал свою команду. Их вмешательство помогло ликвидировать целую преступную сеть. Тем временем рыбаки поправились. Были приняты меры для их возвращения домой. В аэропорту капитан. Аргайл Джонсон нашел Колдуэла и пожал ему руку. «Если бы не вы, мы бы не выжили», — сказал Аргайл. Колдуэл покачал головой. «Вы помогли им пережить худшее. Это и есть настоящее лидерство». Когда спасенная команда поднималась на борт своего самолета, они в последний раз оглянулись на безмятежный прилив, корабль, который их спас. Новость о спасении быстро распространилась. Средства массовой информации приветствовали команду Колдуэл как героев, но, по их мнению, они просто откликнулись на призыв о помощи. Доставив груз, Халкион Тайт приготовился к следующему рейсу. Команда немного отдохнула в порту, но море снова взывало к жизни. Колдуэл стоял у штурвала, глядя на бескрайний океан, простиравшийся перед ним.